Всем привет! С вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. Я к вам с шокирующими новостями, которые потрясли весь рукодельный мир и которые я до сих пор сама не смогла до конца переварить. Сваровски объявили миру, что закрывают направление DIY полностью к лету следующего года. Они переориентируются на супер премиум топ люкс сегмент, фокусируются на продаже своих собственных готовых изделий и перестают продавать свои компоненты, бусины и кристаллы конечным потребителям, клиентам вроде нас. Теперь только крупные бренды-производители смогут использовать продукцию Сваровски в своих изделиях, используя их как компоненты. При этом без указания, что это кристаллы Сваровски. Например, так сейчас делает компания Pandora. Они очень активно и очень массово, масштабно используют кристаллы Сваровски в своих шармах, но нигде в официальных коммуникациях этого не упоминается. То есть совсем скоро кристаллы Сваровски перестанут продаваться штучно. Они полностью закрывают это направление. Что это значит для нас? Никаких больше презентаций новинок 2 раза в год. Никаких амбассадоров, никаких званий авторизованных ритейлеров и дистрибьюторов. Никаких даже самих кристаллов у нас с вами больше не будет. Сваровски приняли решение репозиционироваться, сфокусировавшись на более дорогостоящих ювелирных изделиях и прекращают работу с такими, как мы с вами по всему миру. Сказать, что я расстроена, это ничего не сказать. На самом деле сейчас я испытываю просто огромную гамму самых разных чувств. Те из вас, кто с нами с самого начала, кто слушал эти мои слезливые истории о том, как я плакала по воскресеньям, потому что не хотела, чтобы наступал понедельник, как я сбежала из мира международных больших нефтяных денег в свой собственный мир блесток и единорогов, вот те из вас, кто с нами с самого начала, вы прекрасно это знаете, что интернет-магазин greenbird.ru я создавала для того, чтобы стать счастливой, потому что я не чувствовала счастья на той работе, на которой я работала в тот момент. Да, это была престижная международная компания. Да, у нас было куча бонусов и всего остального, очень хорошая зарплата, но я понимала, мое личное счастье за деньги не купить. И пусть я буду зарабатывать в 3 раза меньше, но если при этом я стану хотя бы в 2 раза счастливее, то это стоит того. Потому что мой личный успех, мое личное счастье, оно не продается в магазине, его невозможно купить ни за какие деньги. Помните, как в советском фильме было? «Чтоб ты жил на одну зарплату!» Такое проклятие героиня посылала какому-то герою, а мое личное проклятие звучит так: «Чтоб ты работал за одну лишь только зарплату». В том смысле, что получал от работы только деньги и не получал никаких дополнительных бонусов, эмоций. В моем случае ощущение важности, нужности миру, того, что ты не зря эту планету топчешь и не зря здесь место занимаешь, ты делаешь что-то полезное для кого-то. И если вот этими вот своими бусинками, кристаллами я подарила кому-то новое хобби, новую радость, я испытываю счастье вдвойне. Вообще это то, вокруг чего и строится философия нашего магазина greenbird.ru. Я здесь не для того, чтобы продавать бисер. Я здесь для того, чтобы продавать радость, сказку, счастье всем вам. И я хочу не столько денег, сколько видеть кайф в ваших глазах, когда вы покупаете наши материалы, делаете что-то своими руками, радуетесь, украшаете себя, подруг и весь мир вокруг. И я очень рада и благодарна компании Сваровски за то, что я имела возможность много лет сотрудничать с ними. И быть не авторизованным ритейлером нет. Хотя авторизованным ритейлером наш магазин, конечно же, тоже был. И даже до сих пор, наверное, являемся. Но работая со Сваровски все эти годы, я ощущала себя скорее не авторизованным ритейлером, а какой-то, ну не знаю, крестной феей, которая брала вот эту вот волшебную, кристальную, хрустальную туфельку и передавала ее дальше всем вам,
вот это вот ощущение сказки, вот эти вот все почести, статусы никогда не заводили меня так, как ощущение того, что я делаю сказку доступной для всех золушек, что каждая из вас может взять самые лучшие, самые топовые компоненты и сделать украшение круче, чем у Гуччи. В общем, вся эта история у меня не про деньги, она у меня про любовь. И еще даже в школе мои одноклассники говорили про меня такие слова, как «Таня, она вообще не от мира сего», «Таня, она звезд с неба не хватает». Когда у всех вот так вот туда, надо вот это, все четенько, понятно, у Тани какая-то своя вот такая вот история в голове происходила, непонятная сверстникам, непонятная окружающим. И я такой же бизнесмен, каким я была подростком. Не совсем понятно, может быть, коллегам по цеху, что значит не ради денег. Это как вообще? И вот с самых первых лет нашего существования, а между прочим, интернет-магазин greenbird.ru отмечает уже то ли 13, то ли 14 лет. Мне нужно уточнить это, потому что это было очень давно. И вот с самых первых лет, когда я слышу про себя слова вроде бизнес-вумен, бизнес, лично меня это все коробит, потому что я себя с этим совсем не отождествляю. Ну какая, нафиг бизнес-вумен? Посмотрите на меня. Все эти вот воронки продаж, KPI, рациональные закупки, вся вот эта вот скукота, она мне вот в одно ушко вот так вот входит, а из другого выходит. Нет, конечно, деньги нужны и важны. Так можно рассуждать только когда ты уже сыт, когда у тебя есть дом, где ты живешь, когда тебе тепло. Вот ровно в этот момент деньги перестают меня волновать, и мне хочется чего-то другого, чтобы глаза горели, понимаете? Я не автомат по выдаче бусин, я не могу сейчас сидеть с таким покерфейсом и делать вид, что мне все равно, и выступать с какими-то официальными заявлениями. Да, Сваровски сообщили, что покидают сегмент DIY. Я так не могу. Я не могу притворяться мертвой, когда я живая. Я сейчас испытываю, просто совершенно вот такой вот невозможный коктейль из чувств, эмоций и ощущений. И я честно вам скажу, да, я очень сильно расстроена. Да, я расстроена из-за того, что они лишают нас с вами лучшего, себя. Они, по сути, заходят в этот вот свой кристальный, идеальный бутик, запираются там от нас с вами, нажимают на кнопку и уезжают на несколько социальных этажей выше, туда, где мы никогда в жизни с вами больше не сможем до них дотронуться, дотянуться. Сейчас я чувствую себя так. Они отнимают у меня сказку. И я чувствую, что новая политика компании Сваровски идет вразрез с моими собственными мироощущениями и, более того, вразрез с тем, как изначально вообще появилась компания Сваровски. Даниэль Сваровски создал ее вокруг идеи сделать роскошь доступной для каждой женщины. И сейчас, по факту, этим репозиционированием они разворачиваются на 180 градусов и идут совершенно в другую сторону. И да, это чудесная сказка для золушек, для нас с вами сейчас, похоже, заканчивается. Да, у меня есть какая-то обида за то, что они разбили мне сердце, но одновременно с этим я понимаю, что реагируя вот так вот обидой, я напоминаю ребенку, у которого отняли конфетку. И одновременно с этим всем нужно понимать, что если компания Сваровски принимает такое непопулярное решение, увольняя тысячи людей по всему свету, отсекает от себя сегменты, так капитально репозиционируются на рынке, значит, на то есть свои причины. Они лучше нас, лучше меня уж совершенно точно понимают, что происходит, и уж кто, как не собственник компании, волен решать, в какую сторону теперь его компания пойдет. Я не знаю, какие за этим решением кроются глубинные причины. Может быть, у них вообще выбор между погибнуть и кануть в лету или остаться премиум люкс топовым брендом, но для очень-очень узкого круга лиц. Мы не можем знать, что именно повлияло на их решение. Мы можем только принять его, смириться, вытереть слезы и пойти дальше. Тем более ничего другого нам не остается. А у меня есть своя собственная личная история Золушки, связанная с компанией Сваровски. Я хочу поделиться воспоминаниями. Первый кристалл в нашем интернет-магазине появился в продаже 21.07.2008 года. Это
это 12 лет назад. Если мы сейчас зайдем к нам в greenbird.ru, зайдем в раздел Swarovski и отсортируем товары по дате добавления, зайдем на самую последнюю, 202-ю страницу, промотаем вниз. Вот они, самые первые кристаллы Swarovski, которые появились в нашем ассортименте 12 лет назад. 3 Риволи, 14 миллиметров. Я купила свою первую пачку кристаллов Swarovski не у самих Swarovski, а у гонконгского дистрибьютора, насмотревшись на работы Лауры Маккейб. Вот они, Риволи в ее работах. Это сейчас вам ничего такого, так все делают. А 12 лет назад это был просто переворот в сознании. Такого не делал никто. Это было настолько новое, настолько уникальное, настолько вдохновляющее, но просто совершенно другой мир. Благодаря Лауре я захотела продавать кристаллы Swarovski в нашем интернет-магазине. И тогда, 10 лет назад, я написала им письмо и обратилась с вопросом, что нужно сделать для того, чтобы стать вашим официальным клиентом и продавать вашу продукцию у нас. И то, что я получила от них в ответ, я была просто, по сути, раздавлена, уничтожена. По мне как будто бы катком проехались, в асфальт меня вкатали они своим ответом. Они озвучили мне такую сумму, которую я не зарабатывала даже за год. Вот даже если представить, что я не буду ничего есть, не буду ничего покупать себе, не буду тратить деньги вообще ни на что, вот все, что я получаю, я буду откладывать, даже этого мне не хватило бы для того, чтобы сделать у них закупку и стать их партнером. И я никогда не забуду, каким ничтожеством я себя чувствовала. Вот это вот ощущение, я тогда стояла здесь вот в офисе той самой нефтяной компании MI Drilling Fluids UK Ltd на проспекте 60-летия Октября, смотрела в окно, и вот такая какая-то вселенская тоска меня охватила. Я была прям, вот как Руби Роуд в фильме «Пятый элемент», помните? Нам никогда не сделать этого. Так же была и я. Нам никогда не стать их официальным партнером, подумала я и горько вздохнула. А дальше каким-то чудесным образом начинает происходить все то волшебство, которое происходило. И начинается моя личная история Золушки. Каким-то фантастическим образом я оказываюсь в Атенсе в качестве VIP гостем в офисе Swarovski. Мы вместе с московским представительством начинаем придумывать какие-то конкурсы, мероприятия. И как вообще у той Тани, которая плакала по воскресеньям, получилось создать такой ассортимент кристаллов в магазине, который не сравнится даже с топовыми бисерными магазинами в США. Я специально сравнивала, у нас кристаллов Swarovski гораздо больше, чем в любом магазине нашей тематики. У нас гораздо больше форм, гораздо больше оттенков, чем даже в Fire Mountain Gems, в котором, кажется, есть все. Я специально сравнивала и проверяла. Я покупала кристаллы как безумные, я покупала их просто в каких-то диких количествах, я всегда брала их все цвета, все размеры, никакого рационального подхода у меня к этому никогда не было. То есть, если обычный нормальный менеджер по закупкам должен оценить, эти цвета у нас не заходят, эта форма не будет пользоваться популярностью, и вообще нам это некуда складывать, и он должен покупать только то, что будет в топе, я брала последние несколько лет вообще все подряд. Все, что они производили. Просто потому, что мои глаза горели, потому что я сама хотела видеть это все у нас. Потому что для каждого кристалла все равно есть свое идеальное украшение. И даже черепа, которые мне вообще вот как-то не очень, даже черепа и все остальное. Все это покупалось просто для того, чтобы было, может быть, во многом даже на эмоциях. Потому что мне, как и Даниэлю Swarovski, хотелось сделать роскошь доступной для каждой из вас. Мне хотелось, чтобы у вас было бесконечное количество вариантов, из чего можно создать свое собственное уникальное украшение. И я очень благодарна компании Swarovski за то, что они были рядом с нами все эти годы, за то, что они продавали нам свои самые лучшие кристаллы. Я обожаю московскую команду, московский офис Swarovski за то,
что они всегда поддерживали мои инициативы, даже самые безумные. И за эти годы мы стали с ними больше, чем просто партнеры, чем бизнес-партнеры. Это превратилось в мою личную историю. Мы стали друзьями. В общем, в эту самую секунду, когда Swarovski объявили миру о том, что они прекращают поставлять свои кристаллы нам, мы покидаем эту игру, но покидаем ее со званием «Магазин с самым большим ассортиментом кристаллов Swarovski». Я думаю, что не только в России, но и в мире. И все наши кристаллы, которые в данный момент находятся у нас на складе, вот так вот автоматически становятся раритетом, винтажем, эксклюзивной вещью, за которой будут потом гоняться коллекционеры, такие же одержимые ими, как и я сама. В общем, новости Swarovski очень грустные, я переживаю их уже несколько дней в режиме прощания со сказкой, но одновременно с этим я испытываю огромное чувство благодарности к ним за то, что они были с нами все эти годы, за то, что они давали нам возможность почувствовать себя топовыми дизайнерами и работать с самыми лучшими кристаллами вообще в мире. А еще я очень рада, что мой личный эмоциональный подход к ведению дел в магазине привел к тому, что у нас на складе просто огромные запасы кристаллов Swarovski. Я покупала их как безумная, я покупала их все подряд, я покупала какие-то редкости, винтажности. Я вам гарантирую, их нам хватит на пару-тройку лет. А дальше, выкрутимся как-нибудь, что-нибудь придумаем. Сегодня мы с вами сделаем потрясающее модное украшение из самых лучших компонентов, которые мне только удалось добыть на рынке. Посмотрите, у меня здесь паста фирмы Цезиони. Новинка в нашем интернет-магазине. Мы сделаем с вами вот такие бусы. Собирать наши украшения мы будем на шнурок из искусственной замши Ультра Суэт следующим образом. Надеваем все на шнур, чередуем большие с маленькими, чтобы был более интересный дизайн. Восторг просто! Давайте примерим наше украшение. Красота! В общем, вот такие шикарные у нас получились бусы. Украшайте себя, подруг, весь мир вокруг. Ну а мы в интернет-магазине greenbird.ru позаботимся о том, чтобы у вас был доступ к самым лучшим материалам, какие только доступны на мировом рынке. В общем, такие вот у нас печальные новости. Обязательно пишите комментарии. Пожалуйста, давайте поддержим друг друга сейчас в это сложное время. Если честно, я не знаю, что нас вообще теперь ждет, как мы будем с этим совсем жить. Я не испытываю совершенно никакого энтузиазма по этому поводу. Мне не хочется искать замену тому, кто лично для меня был незаменимым, кто в моем сердце всегда был номером один. У вас нету конкурентов. Это то, что я говорила Swarovski всегда. Это то, что я чувствовала к ним всегда. И если честно, мое сердце сейчас оно просто разбито. Да, мир меняется, все изменяется. Освобождается такая огромная ниша. Наверняка сейчас появится какой-то производитель. Кто-то в Чехии, кто-то из Китая или может быть в какой-то другой стране уже есть кристальный бренд, который подходит близко к уровню Swarovski. Лично в моем сердце место первых будет всегда отдано им. И лично я запасу себе столько бусин Swarovski в свою личную частную коллекцию, сколько позволит там мои финансы и место в моих шкафах. Потому что я хочу продолжать работать с их продукцией. Я хочу делать бусы из их жемчуга. Многие из вас говорили, вот у них отверстие не идеальное, он там осыпается. Ну теперь посмотрим, кто сможет сделать его лучше. А я в свои собственные запасы сохраню именно жемчуг Swarovski, по крайней мере, на ближайшие несколько лет, чтобы у меня были именно их материалы. Если хотите, я даже сниму ролик и покажу, что именно я лично для себя хочу из Swarovski купить и законсервировать. Если вам это интересно, тоже пишите в комментариях, и тогда я покажу. В общем, Swarovski покидают нас, бросают на произвол судьбы, но где-то в глубине души у меня есть надежда, теплится такой огонек,
Ну, жизнь длинная, все меняется. И я очень сильно надеюсь, что однажды, когда-нибудь они пересмотрят свое это решение и вернутся к нам с вами. Я буду верить и жить этой мечтой. Пока-пока.